Дорогие друзья, позвольте мне представить вам, я вот волнуюсь даже, повара необычного. Этот повар в Кремле работает, да? Я говорю о Казанском Кремле. И давайте, Светлана, представьтесь немножко, ну, буквально 2 слова о себе и для чего мы собрались. Здравствуйте, меня зовут Света. Мы пришли сюда на мастер-класс делать чак-чак. Но дело в том, что в Татарстане готовят не один чак-чак, а довольно много разновидностей чак-чака. Давайте начинаем. Времени нет. Скорее. Делаем. Все в нетерпении, все очень хотят покушать вкусный татарский чак-чак. Светлана, расскажите, сколько лет вы работаете поваром-кондитером? Работаю 10 лет. Раньше была кондитером. Просто кондитером? Просто кондитером. Потом стала мучником, повар-мучник. А теперь опять кондитер. Какие ваши любимые блюда? Вот что вы больше всего любите готовить? Ну, так как мучник, так люблю пироги делать. Сладкая женщина. Сколько яиц? Сейчас мы делаем, 15 яичек берем. Яйца мы сначала объединим венчиком, положим туда сахар. Ну, разобьете, то есть... Да, объединим. Перемешать, да? Да, перемешать. Вот просто мы объединяем. Потом будем замешивать тесто. Что помимо яиц пойдет в тесто? Скажите, пожалуйста, Света. Идет сахар и чуть-чуть 5 грамм водки. А для чего? Для чего? Это как идет как разрыхлитель. Чуть-чуть дает подъема. Ага, водка Всё. придает тесту объем. Да, подъем. Это точно? Вы проверяли? Да, все проверено. Без водки? Давайте я помогу вам. Без Давайте. водки не то получается. Не будем говорить водка. Мы используем это в исключительно кулинарных целях. Также можно, я не знаю, там кто-то... Есть пряники, куда на шатырь идет. Знаете, да? Такие? Но она выветривается, по идее, там ничего не остается. Да, такого. конечно. Потому что жарится при очень высокой температуре. А как ее включать-то? Ну, вот так включаешь, вот на разной скорости, пожалуйста. Ага. Скажите, пожалуйста, вот, ну, некоторые говорят, мы, значит, татарская кухня, мы все руками замешиваем. А я смотрю, вы не побрезговали. Говорит, да, тестомес, буду использовать тестомес. Как вы Ну, относитесь? просто хорошо, чтобы перемешался и большой объем. Легче, да? Ну, машинка, да. На качество, Ничего на страшного вкус нет, это она... как-нибудь влияет? Нет, чуть-чуть отдохнет тесто. Светлана, значит, вот яиц было 15 штук. А сколько примерно, хотя бы можете сказать, муки? Я понимаю, что каждая мука идет по-разному, но примерно, приблизительно, на глаз. Ну, примерно килограммчик. Потому что если мука свежая, она будет сырая, там уже она больше пойдет муки. Если мука как бы прошлогодняя, она сухая, там меньше муки идет. Вот вам разговоры Тесто про эти получается. дурацкие граммовки. Понимаете? Не бывает никаких граммовок на кухне. А бывает чутье, опыт и знание. Свежая мука идет больше, да, прошлогодняя идет меньше. То есть сейчас потихонечку добавляете и смотрите, да, на состояние теста. Да. Правильно я понимаю? Угу. Светлана, вроде бы вот собралось так тесто, да? Да. Все, Достаточно можно? муки? Уже хорошенькое сейчас, да. Руками подметим, и все будет хорошо. А каково ваше отношение с татарской кухней? Знаете татарскую кухню? Знаете татарские рецепты? Помимо вот этого чак-чака. Да, конечно, делаем пироги. Вы сама по национальности русская женщина? Русская, да. Да, Родилась в Казани. Да вы уже разговариваете немножко с татарским акцентом даже. Значит, вы разделили тесто на небольшие комочки, да? Небольшие комочки. И для чего вы их делаете вот такие в сочники? Потом мы будем раскатывать и нарезать. А такие вот небольшие комочки, Колобочки вот такие такие, да. сочни, раскатаются как раз по размеру примерно вот этой доски. Спросить у вас хотел. А вы у кого учились? Ну, у нас есть татарская усадьба Лиляпа. Как бы она молодежь воспитывает. Есть спасибо большое отдельное. А у вас есть ученики? Есть ученики. Я их учитель. Это ты нас учила. Я говорю, как красиво у вас получается. Они говорят, это ты нас учила. Мы все помним. Мальчики, девочки, кто? Девочки.
Сейчас тесто должно отдохнуть. Ну, тогда чай чамес. Так. Слушайте, у меня вот есть тут же тесто-раскаточная машина в этом кухонном комбайне. Вот, давайте быстренько сделаем там. Давайте. А я буду скалкой, а вы через машинку. Надо Да. муку только побольше. Да. Муки. Ага. Подпылять муку, да? Да. Такой толщины достаточно? Да, очень хорошо. На самом деле, перескалкой можно было бы раскатывать, да и все тут. Тесто, ну, миллиметра 3, да? 4 должно быть. Ну да, 3-4. 3-4 миллиметра. Сейчас раскатаем. Потом порежем на полосочки. И потом на квадратики. Ну, тесто вот отдохнуло. Сейчас хорошо раскатывается. Это общее свойство любого теста. Да. Вот часто тесто получается очень тугое, раскатать не могут люди. Вот там на самсу, на манты. Давайте полежать тесто. Кажется, у нас уже доска заполнилась. Может быть, начнем жарить? Давайте поставим электроплитку на стол, потому что на нашей электроплитке можно выбрать, какая температура, и она будет ее поддерживать. Я хочу получить чах-чах, чтобы я потом всем показывал, говорил, смотри, Света Апа какой чах-чах сделала. А? Масла для приготовления чах-чака потребуется довольно много. Вот здесь литр, но мне кажется, этого даже недостаточно, потому что чах-чах должен плавать в масле. Чем больше масла, тем стабильнее температура. Красивее намного получается. Что чах-чах, что чебуреки, что вот пельмяч, который там, что казан кабарт массы. Может быть, казанчик, либо кастрюльку поменьше возьмите размером, по диаметру. Но пусть, значит, масло прямо будет глубоко. Ну, тоже можно делать все руками, но так как машинкой ровнее, удобнее, быстрее. Ну, вообще профессионально. Тесто у нас не густое, поэтому здесь нужна мука побольше, а потом мы через ситечко все просеем, чтобы не прилипало. Чтобы лишней муки в масло не попадало. Да. Ой, же Вот, просеивать можно. когда вы работаете в ресторане, когда вы работаете на производстве, скажите, пожалуйста, чах-чах, сколько человек делает одновременно? Один человек делает или все-таки вдвоем-троем лучше? Вдвоем интереснее, но делает один всегда. Ну что, Светлана, я попробую. Опущу первую порцию. О, весело дело пошло. Весело, сразу начали всплывать. Ну, хорошенькие, да. Хорошая температура? Да. Как они надуваются, слушай. Как попкорн надувается. Светло-золотистый цвет, да? Правильно я понимаю, Светлана? Да, доводим. Какие хорошенькие. Похоже на правильно? Хорошенькие, да. Хорошенький, ну, слава богу. Угодил. Светлана стала такая строгая женщина. В советское время жарили на топленом масле. Вот эти все растительные масла, какие бы они хорошие не были, конечно, они в народной кухне, они не в состоянии заменить топленое масло. На топленом масле построены наши кухни. Все кухни тюркских народов, и в России тоже много использовали топленого масла. Я имею в виду, что другие народы, не только там, татары, и не только мусульмане. Чем тщательнее избавиться вот от этой пудры, от муки, тем чище и тем дольше будет работать масло. А вы как считаете? Слышали, как они падают в тазик? С сухим стуком, звонко. Вот, значит, все хорошо. Надо попробовать. Попробуй.
Хороший, мягкий такой. Хороший? Да. Вкусный. Ну от чего зависит вкус чак-чака? Давайте тогда это скажите мне правду. Ну, я думаю, яйца, сахар и хорошее масло для фритюра. Все вместе получается очень вкусный чак-чак. А руки, знания, сердце не считается? Самое главное. Даем сцедиться маслу как следует, да? И, конечно, пока не уберешь первую порцию, не надо браться за вторую. И от количества масла он жирнее не станет, понимаете? Если на поверхности теста сколько-то масла может остаться, столько и останется. Хоть вы нальете полсантиметра, хоть вы нальете 15 сантиметров в казан масла. Вот они. Раз, и все всплыли. И уже надутые. Уже надутые как надо. Ну пусть пожарятся. Но хрустят. Вот это вот. Кто это сделал, брак? Это я, простите. Кто это сделал? Хочу сказать вам, что такое хороший чак-чак. Вот я сегодня разобрался. Значит, правильно пожаренный чак-чак. Он легкий, он почти невесомый. И он хрустит. Но вот слишком много насыпать чак-чака в масло сразу не надо, вот эти заготовок. Я думаю, что вот по горсти, вот такой полной горсти, в самый раз. Светлана, это что будем делать? А это мы попробуем с вами новый вид чак-чака, который побольше. Такими вот, Большими, как да. баурсак, да, почти что? Почти как баурсак. Катайте-то подлейше, такой вот толщины, чтобы как мой палец был, вот такой вот. Чтобы вот такой у нас был. Хорошо, будем стараться. Вот. Значит, Светлана, у нас в Фергане тоже жило очень много татар. Готовили, конечно, и чак-чак, и другие там татарские блюда. Моя бабушка от них много чего научилась и готовила тоже. Но я видел у одной пожилой женщины татарки. Она готовила чак-чак вот не такой мелкий, а крупный чак-чак. И, значит, тесто раскатывала практически вот так, почти что как на лагман, да? Вот так вот в длину. А дальше брала вот и мизинцем его прокатывала. И у нее получаются вот такие шарики. Видите, какие? Светлана вот первый шарик пожарила. Я сейчас хочу его разломить, посмотреть, какой он внутри получился. То есть вот достаточно пушистый, внутри пропеченный тоже. Но я думаю, что будет еще лучше, если убавить температуру обжаривания, чтобы пропекся как следует. Ну этот крупный чак-чак, значит, смотрите, все он пропекается хорошо, но проблема в том, что практически каждый шарик лопается, взрывается. Вот он какой получается, да? При этом мы видели, по крайней мере, пробовали чак-чак, который сохраняет идеальную форму. Вот как куриное яичко. Ровненький, да. Как это делается, расскажите. Ну вот есть такой способ, допустим, мы нагреваем пароконвектомат, либо такую печку до 200 градусов. Так. И, значит, нарезаем тесто, и вот это тесто кладем в гастроемкость, в холодное масло. И вот эту всю историю ставим в горячую печку. Они там красиво так это масло получаются. будет долго нагреваться, там сколько Там будет масла? постепенно они И набухают, тесто и ровненькие. разогревается и опухает вместе с маслом одновременно. И поэтому сохраняет форму. Вы понимаете, насколько это трудоемко? Вы понимаете, расход масла какой, да? Да. В этом заключается Ну, секрет. понятно, почему профессиональный чак-чак стоит дорого. Платите и не жалуйтесь. Но наши шарики тоже вкусные. Мы сейчас их медом зальем, будут красивыми. Вот эти? Да. Конечно, вкусные. Я их все съем.
Значит, мы с вами сделали хворост чак-чака. Отвесили, допустим, если мы берем килограмм хвороста, значит, берем 900 грамм меда. Здесь у нас пока 600 и 500 грамм меда. Сейчас мы варим мед. Варим его до ниточка, которая тянется, либо я покажу, когда, в общем, ложечкой берем, и ниточка в холодную Понятно. воду не Вот растекается. я видел, и у нас уже есть и рецепт другого чак-чака, где мед смешивали с сахаром. Мед для вкуса, сахар для того, чтобы держался вместе чак-чак. А вы как справляетесь? Я с не этим? согласна Говорят, с если этим. только с одним медом, то он будет расползаться. Нет, не будет расползаться. Надо правильно сварить и правильно замесить. Вот этому вы нас, пожалуйста, и научите. Научим. Подогреваем мед, да? Хорошо, да. Мы его кипятим до тех пор, пока капелька меда, попавшая в холодную воду, не застывает, как дробь, Да. как свинцовая дробь. Попробуем другим способом сделать. Проверить мед. Вот на ложке остался мед. И вот его так вот ловим. И тянем, И растягиваем. тянем, да. Ниточка рвется. Вот еще чуть-чуть, И будет хорошо, да? и будет хорошо. И То будет есть должна мед вытягиваться готов. Да, ниточка да, да. длинная, Должна да? держаться. Ой, смотрите, какая ниточка классная. Держится. Все, снимаем. Останавливаем, наверное, Да. всё? И сразу в чак-чак, да? Сразу в Вот чак-чак. 900 грамм меда на килограмм готового прожаренного хвороста, который вот... Так, А снизу сколько же наверх. всего у нас получилось хвороста? Вот взвешивали сейчас, да? Мы брали 15 яиц. Да. Муки сколько положили? Примерно килограмм, неизвестно. Примерно килограмм, да. Так, и сколько вышло у нас хвороста? Получилось кило 200 хвороста. Вышло у нас На кило 15 200, да? яиц, да. Замешиваем чак-чак до тех пор, пока не останется сухая посуда. Ничего себе. Как останется сухая посуда? Там же мед. Он должен впитать в себя чак-чак все. Сейчас будем проверять еще раз. Невероятные тонкости, невероятные секреты принесла нам Светлана. Ну, все. Все, теперь смачиваем ручки и красиво делаем форму. Горячий ведь еще чак-чак. От меда горячий. Очень хороший. Прессуется, да, вот как вот? Да. Как? Ну, они же могут сломаться, эти хворостинки-то. Нет? Нет, не сломается. Все красиво сейчас будет. Рецепт чак-чака мы вам дали более чем подробный. Но проще всего, значит, приехать в Казань, мимо Кремля не промахнетесь, в Кремль все равно зайдете и найдете там Светлану и купите чак-чак, который она готовит. Это будет самое лучшее решение, честное слово. Да, приезжайте к нам в Казань. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Stalih Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди
ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Приготовили вторую порцию меда. И теперь вот перемешать эти крупные шарики. Как получится, как это будет выглядеть, мне даже интересно. Интересно, ведь крупные, у них площадь поверхности меньше, чем у мелких. И поэтому у меня есть сомнения, не ошиблись ли мы в количестве меда. Сможет ли эти крупные вот эти чахчаки, такие, Впитать в себя. впитать в себя этот мед? Может быть, и не впитает. Ничего страшного, я думаю. Сольем лишний, пригодится. Впитывает понемножку. Понимаете, эти заготовочки, вот эти комочки теста, они же остывают, и горячий мед, попадая на них, становится тверже. Вот он был жидким, в текучем виде, ну, в текучем и в тянучем виде. А попадая на холодный, остывает и как бы слегка кристаллизуется. Вот тот-то мы спрессовали и спрессовали, а этот спрессовать-то не получится. Мне кажется, получится. Надо просто, чтобы он чуть остыл. Постоять. Да. И потом можно уже выкладывать на тарелочку. В общем, дорогие друзья, то, что кажется очень простым, на самом деле таит в себе очень много секретов, которыми мы сегодня щедро с вами поделились. И нам остается только пожелать вам от всей души. Ашларыңыз тәмле болсын.